Это уже аутичная игра, видите. Фрукты уже в какое-то подобие рядочка выкладываются. Вот, год и 9. Обычные дети все-таки так не играют. В 2 года я поняла, что Надя перестала произносить даже слово «мама». Вот тут у меня уже накрыл ужас какой-то. Я поняла, что что-то совсем не то с моим ребенком происходит. Она стала нервная, взвинченная, у нее появилось множество страхов. В 2 года Надя замолчала полностью. Мы посетили детского психиатра Козлова Александра Александровича. Тогда в 2,9 он мне сказал, что по симптоматике это был аутизм абсолютный, но все-таки среди девочек эти случаи, достаточно редки, поэтому давайте мы понаблюдаем девочку 3 месяца. Когда мы пришли к Александру Александровичу уже просто амбулаторно в 3 года, он сказал, вопрос снимается, оформляйте инвалидность. Надя перестала спать в 6 месяцев. Вообще ребенок перестал спать ночами. Но даже через эти все бессонные ночи, вот она какая была. Радостный, улыбающийся, счастливый ребенок. А в плане именно эмоционального, все-таки я не могу сказать, что я ее полностью потеряла в год и 7. Нет, такого не было. Просто стало очевидно, что она страдает. Надя могла начать кричать, Надя могла начать кусать руки, проявляя то, что она чем-то недовольна. Все это старинное, так сказать. Но кусания все-таки еще у нас сохраняются. Это могло произойти из-за чего угодно. Мы даже не могли понять, из-за чего в данный момент это происходит. С Надей я познакомилась в 2013 году, когда пришла работать в маленькую страну. Я работала в лагере педагогом, вела занятия, а Надя приезжала туда с мамой. Несколько лет назад я начала работать с Надей на индивидуальных занятиях. Маленькая страна. Группа «Выход в город». Евгения Сергеевна. Вот уже осознала, куда идет, начинает радоваться. Сначала немножко волновалась. У Нади просто острая проблема реакции на детские голоса, и вообще на шум. Может быть сильная эмоциональная реакция, вплоть до самоагрессии. Поэтому это для нас важно, чтобы всегда они были с собой. Это правило. Проблема с ожиданием, поэтому жди. Хорошо жду, выполняю задание, соблюдайте тишину. Это относится к вокализациям. Сейчас уже, не так остро. Это было много вокализаций до начала речи. Это относится к физкультуре. Собирается 10 звезд, я работаю за, она выбирает себе приз. В этом конверте призы. Призами у нас является в основном название песен. Например, 33 коровы. Расписание. Вот мы его сейчас написали. Скажи привет! 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 Когда мы поехали в лагерь, я ее не так прям уж, чтобы все ее особенности знала, но мне было очень интересно именно с ней работать. Это был для меня грандиозный опыт. Когда мы приехали с ней со 2-го лагеря, прошло какое-то время, и Майя Всеволодовна мне сказала, что Надя может хоть немножко произносить мое имя. Это было настолько для меня трепетно, что прям я до небес готова была прыгать, что Надя так смогла. То есть человек, который вообще не может говорить, уже хоть что-то научился. В прошлом году, летом, мы проводили очередной лагерь. Он назывался «Лагерь лета со смыслом». Он был финансирован фондом «Обнаженные сердца». И мы делали все, как нам рассказывали в Америке. То есть у нас Надя, так как она довольно-таки сложный ребенок, у нее есть агрессия, самоагрессия, к ней было представлено 2 специалиста, которые ее сопровождали. Наде была введена функциональная коммуникация, чтобы не только мы могли говорить ей, что ей нужно делать, но и Надя могла нам сказать, что она вообще хочет. И когда мы ей вели функциональную коммуникацию, то это тут совсем уже все было по-другому. Сначала я ей показывала, что ты хочешь колбаску? Она говорит, да. Или ты хочешь в туалет? Она говорит, нет. Она у нее висела так на груди, на веревочках. Она нам уже сама показывала, что, например, я хочу сейчас колбаску или я хочу пить. То есть, если бы не было этой штучки, она бы просто кричала.
Кэтлин Мо Тейлор, эрготерапевт США. Она была куратором Нади в этом лагере. Надя начала понимать, что мы ее понимаем. То, что она может до нас донести информацию. И именно после этого лагеря у Нади начали появляться первые слова. Это что-то было такое, не знаю, эйфория какая-то была, потому что это со всех сторон подкрепилось, со стороны семьи, со стороны всех специалистов, потому что вот именно таких случаев у нас не так много, к сожалению, что все как-то сошлось, и вот получилось, речь пошла. Первыми словами были «сам-сам». То есть это значит, что она хочет послушать эту песню. Переходом на надомное обучение, индивидуально более, учитель может учесть возможности ребенка, у Нади пошло письмо. Вот. А уже из письменной речи потихонечку, через чтение, читать Наде легче, чем говорить до сих пор. У нее пошла устная речь. Приход устной речи я связываю с пубертатом. Девушка, она у нас южная, восточного происхождения. Вот уже с 10,5 лет у нее начались менструации. Хочу сказать родителям, не нужно бояться заранее. Я тоже очень боялась, а фактически получился прогресс в этот период. У Нади появилось очень много слов, причем они появляются очень неожиданно. Начали с ней работать над глаголами, чтобы она понимала их. Цвета начали проходить, чтобы она могла составлять уже небольшие словосочетания. И, наверное, еще помимо коррекции, о которой уже много говорилось, лагерей и так далее, 3 недели на Черноморском побережье нам тоже очень помогли. Там Надя стала осознанно говорить слово «море». Потом нам Снежок, снежок. 150 рублей. Ой, как-то. Пойдем здесь по тропинке, Надь, поближе. Звони. Бабушке звони. Заходим. Молодец. Молодец. Молоко куда понесешь, Надя? Молоко. У нас появилось небольшое помещение, которое мы оборудовали под так называемую тренировочную квартиру. Но моя Надя пока включена в эту программу в рамках дневных занятий со специалистом, социальным педагогом. Они отрабатывают бытовые навыки. За этот учебный год, например, Надя научилась расчесывать себе волосы сама, научилась одевать наволочку на подушку, поправлять, застилать постель, пледом накрывать. Это просто я такие задачи ставила, потому что готовить, кушать, допустим, она уже умела. Одеяло сшито в этом году. В общественной организации «Маленькая страна» мы есть. Единственный ребенок, кстати, Надя, который шьет. Потому что, как-то педагог один подхватил, и, в общем, такое у нас получилось одеяло. А куклы сделаны в рамках группы «Выход в город». Это мастер-классы в Тульском художественном музее. Эту как зовут куклу? Алла. Алла. Она ребенок, она человек, она личность, у нее есть свои интересы, у нее есть свои эмоции, у нее есть свои чувства. Да, она не всегда их проявляет так, как это принято в обществе. Очень важно, чтобы такой ребенок был в социуме, потому что если он все время будет один, он просто уйдет в свой мир, и его оттуда будет очень тяжело достать. До свидания, пока! Не знаю, очень грустно и очень больно об этом говорить. Но я стараюсь, конечно, любую возможность использовать. Не знаю, когда там в такси еду, еще где-то, если меня, кто-то со мной разговаривать начинает, я, конечно,
максимально информирую людей. Смысл именно вот в том, чтобы не нормализация, не вывод в норму, а помощь проявить себя как человеку, как личности. Вот. Ну, каждый человек – это дитя Божье, это личность, да, ну так же, да. И поэтому, когда люди с тяжелыми нарушениями развития списываются, как бы вот, ну, какой есть, так пусть и будет, как растение, да, потихонечку сидит, раскачивается, смотрит в окошко, писает в памперс и так далее. Ну, есть такое обывательское, как бы, мнение, что помогать не нужно. Я считаю, что все-таки помогать нужно всем. И детям в хосписе нужно помогать, и людям с последней стадии онкологии нужно помогать, и людям с тяжелыми нарушениями развития также нужно помогать, и они этого достойны. Давай первую страницу прочитаем, а потом твою любимую книжку почитаем. Давай, держи. Рос каштан в лесу густом, на каштане Белкин Дом. Ну, что обычно говорят об аутизме? А это те, кто не смотрит в глаза, они замкнуты в себе, и все такое, это как бы все, что знает общество. Сколько страданий и шагов они делают для того, чтобы приблизиться к обществу, но никто этого не знает, кроме, наверное, родителей, которые 24 часа в сутки работают над этим.